Утро доброе от экипажа, рад приветствовать вас на канале Вертолетом. С вас подписки, лайки, комментарии, все подробно через 10 секунд. И начали они с 76А. Педали — это, наверное, такая основная проблема. Потерял он одну пару лопастей. После этого требуется замена двигателя. Официальное название Spirit было отменено. Когда взлетаешь, отходишь. Что это было не очень удачное решение, который в серию, к сожалению, тоже не пошел. Военный вертолет, а AFR сертифицировать не успели. Висеть он не умеет, к сожалению. Да, чуть нос приподнят. Но Это кованый алюминий. с чем сравнивать 76-й? Ну, конечно, с 139-й. Потому что далее идут срывные явления на скорости 100 км в час. Такое я видел только в кино. Не применяется планетарная передача, И больше как бы к этим педалям не прикасаться. обслуживая Елизавету II. И вот по уровню вибраций, то есть При обрыве одного троса, ведет себя довольно интересно. вот поэтому 4 гидросистемы. Видимо, она как раз демпфирует все вот эти отклонения. Ну, более чем комфортно. Как вы можете видеть сегодня на обзоре Sikorsky S76C+, модель. Ну и вкратце расскажу еще о том, как вообще создавался этот самый вертолет. Прям сказать, что это что-то сильно уникальное, ну, наверное, да, потому что все-таки здесь применены те самые решения, которые были еще Black Hawk. Это то, что касается втулки и лопастей. Об этом расскажу подробно, это правда интересно. А с другой стороны, вертолет создавался еще в 70-е, поэтому, конечно, он на сегодняшний день не устарел. Ну и, кстати говоря, не выпускается. Выпускались они с 79-го серийно по 22 год. Несколько было модификаций, начали они с 76А, но первоначально вертолет назывался С-74. Это было в 1975 году, впервые его представили на выставке в виде макета, и тогда он назывался Sikorsky С-74. Идея была такая, что они создавали вертолет для офшорных операций, то есть он должен был сразу быть сертифицирован по категории А, уметь летать в приборных условиях, ну и, собственно говоря, в обледенении в том числе. Но потом они в 76-м как раз и переименовали модель под Sikorsky S-76 в честь 200-летия США, годовщины очередной. И вот с этой самой поры вертолет получил наименование S-76 вопреки той нумерации, которая шла изначально. Назвали они его S-76 Spirit. И на испытание он попал лишь в 1977 году. Вот 2 года испытания проходили по сертификации по FAA, после чего этот вертолет пошел в серию. И в серию он пошел именно как S-76A Spirit, после чего в октябре 80-го официальное название Spirit было отменено. Потому что, как выяснилось, не на все языки мира переводится и произносится это прилично. Поэтому вот с 80-го года Sikorsky все это дело отменил. Поэтому дальше модели шли просто с буквенным обозначением А, Б, С и Д. Последняя была выпущена в 2013 году, сертифицирована, ну и в 2022 производство свернули. Собственно говоря, проблемы Sikorsky начал испытывать еще с конца 90-х, когда на рынок вышла модель Agusta 139. Они начали конкурировать, потому что этот вертолет офшорный и тот вертолет офшорный. В результате конкуренцию S-76 не выдержал. Но, тем не менее, еще раз говорю, инженерные решения, которые здесь есть, которые пришли с Black Hawk, они крайне интересные. Собственно говоря, расскажу сегодня подробно, как обычно, сверху вниз. Объявление для владельцев вертолетов Робинсон и Еврокоптер, для тех, у кого уже вышел ресурс вертолета. Неважно по каким причинам, и восстановить его вы до летного состояния не можете. За вас это могут сделать другие, при этом ваших затрат здесь не требуется, ваше участие никакого. Вертолет этот ваш может приносить вам прибыль и далее. Для того, чтобы узнать все условия, свяжитесь по имейлу helihelp@yandex.ru. Вам ответят, расскажут, как все происходит. Еще раз повторю, с вашей стороны никаких затрат не требуется, а вертолет реально может приносить вам прибыль и плюс будет восстановлен до летного состояния. Ну, давайте по общим характеристикам пройдемся. Значит, сам вертолет. Максимальная взлетная
Конкретно у этой модели 5300 килограмм, 307, если уж прям совсем докапываться. А первоначально для Ашки это было 4 тонны 700 килограмм. То есть это средний вертолет. Совершенно очевидно, что здесь грузоподъемность соответствующая и пассажировместимость в том числе. То есть изначально в базовой версии это 12 пассажиров и 2 пилота. Почему такое решение? Потому что, собственно говоря, как раз на офшорных операциях, на буровые платформы нужно было доставлять персонал, и поэтому, да, 12 кресел. Когда будем смотреть салон, расскажу вам, что это было не очень удачное решение. Больше, конечно, он прижился в VIP-перевозках. Но, помимо этого всего, габариты вертолета 13 метров 44 сантиметра, это только сам фюзеляж непосредственно. Высота у него 4,20, но это по хвостовому винту. Втулка у него все же ниже, порядка 3 метра с небольшим, 3,05. А за концовки лопастей есть у них свес, особенно впереди, из-за того, что есть наклон втулки. Так вот, из-за наклона втулки здесь 1,95 м. Не самое высокое расстояние, но, тем не менее, при полной раскрутке винта в 300 оборотов в минуту здесь высота будет составлять 2,5 метра. Потому что свес уходит, соответственно, лопасти растягиваются. Когда они растягиваются, вот 2,5 метра у них получается от земли они вращаются. Так, дальше втулка. Давайте, вот втулка, это прям реально интересно. Это кованый алюминий. Да, сверху выглядит как множество манельброта. Значит, в чем дело? Дело в том, что втулку, наверное, вам и не видно на самом деле. То, что вы видите сверху, это виброгасители. Их здесь аж 2 независимых, работают они на разных частотах. Почему понадобилось 2? Потому что один из них гасит вибрации на 3 Гц, а второй гасит вибрации на 400 Гц. Вот. И гасят они только вертикальные вибрации, горизонтальные они не убирают. А для того, чтобы убрать горизонтальные вибрации, здесь стоит система активного виброгашения. Это такая плита над кабиной пилотов. Вот она как раз в активном режиме гасит горизонтальные вибрации фюзеляжа. Далее, втулка это бесшарнирная. Точнее как, здесь есть один подшипник. Мы, к сожалению, его не увидим, он внутри, но если его разрезать пополам, он очень будет напоминать подшипник от втулки Starflex. Это тоже наборная пластины металлические, наборные с эластомером между ними. И вот на этом подшипнике как раз осуществляется и крутка лопасти, и все остальное. Значит, здесь есть гидродемпферы, их видно хорошо, вот они от корневой части лопасти как раз работают. И ограничители свеса там же присутствуют. Но еще раз повторю, все держится полностью целиком на вот этом одном единственном эластомерном подшипнике. Далее лопасти сами по себе это композит. И здесь, наверное, как раз вернемся к истории с Black Hawk. Сделаны они по технологии UH-60 Black Hawk. Дело все в том, что внутри вот этой вот стеклопластиковой кожуры находится алюминиевый заполнитель сотовый и титановый лонжерон. Причем довольно необычный. То есть он сварен плазмой и далее выкован из него прямоугольник в сечении с скругленными углами. И вот эта труба прямоугольного сечения идет как раз через всю лопасть, а в задней части находится сотовый заполнитель. В результате лопасть получается очень легкая и очень прочная, и вдобавок еще, если посмотреть вот по свесу, на самом деле наибольший свес дает, то есть лопасти не прогибаются, наибольший свес дает наклон втулки винта. И самое интересное, крутка лопасти. Значит, в чем история? Если полностью поднять здесь коллектив, то здесь на вот этих вот хорнах мы получим угол установки в 17 градусов. Это необычно, потому что мы знаем, что в целом больше 12 градусов делать бессмысленно, потому что далее идут срывные явления на кромке лопасти. Так вот здесь 17 градусов, но все в порядке здесь с аэродинамикой. Почему? Потому что сама крутка лопасти здесь чудовищная. Она в 10 градусов. То есть лопасть имеет крутку в 10 градусов от комля до законцовки. Это очень много. И, соответственно, когда здесь углы установки получаются в корневой части 17 градусов, то на R75 радиуса мы получаем как раз те самые 12 градусов. А на законцовке 7.
Ну, как раз это вот уменьшает срывные явления и все остальное. И да, еще лопасти сами, конечно, прямоугольные в проекции, но мы можем увидеть, что здесь законцовка имеет стреловидность в 30 градусов для снижения шума. Далее, если мы пойдем вниз, то найдем там редуктор. Редуктор здесь тоже необычный. Дело все в том, что здесь не применяется планетарная передача, как на всех сикорских до этого момента. В редукторе отсутствует планетарная передача для того, чтобы упростить как раз и облегчить. Так вот здесь просто косозубая шестерня, и огромная вот эта шестерня применяется для редукции. Поскольку здесь в принципе все то же самое, винт вращается на скорости 293-300 оборотов в минуту, ну, в зависимости от режима. Ну, будем считать, что 300. Так вот, опять же, редукция идет, поскольку двигатель непосредственно здесь стоит рель, мы на выходе с вала получаем те самые примерно 6000 оборотов, а далее идет редукция на главном редукторе вот до 300. Помимо этого, на хвостовой редуктор уходит 3300 оборотов. Именно с такой скоростью вращается хвостовой винт. К нему еще вернемся. Далее. Два двигателя. Изначально здесь стояли Ellison M250 C30 с мощностью в 650 лошадиных сил. И это проходило, кстати, по категории А, что удивительно. Далее на серии B появились здесь PT6B36. Мощность выросла очень сильно. И пришлось усиливать фюзеляж. И далее уже с Б-шки до D модели фюзеляж не менялся, остался как был. Но двигатели, тем не менее, использовались разные. То есть, в принципе, стандартом стал рель. Рель, вот конкретно здесь стоит 2S1. Далее на модели C++ стоял 2C2. Ну, а дальше уже, соответственно, на D-шке более современные двигатели, там уже мощность, если здесь она 850 лошадиных сил на взлетном режиме, то на D-шке уже двигатели выдают 1050 лошадиных сил. В принципе, вот с 650 до 1050 лошадиных сил максимальная взлетная при этом особо не менялась. То есть, если она изначально была 4700, потом она вот стала 5300 с B серии, и так она и осталась 5300, не изменяясь. На самом деле не менялась ни скорость, ни максимальная взлетная масса. 5300 килограмм, скорость у него максимальная непревышаемая 155 узлов, круизная при этом 137. Скорость не поменялась. Куда же девалась та вся мощность, которая, в принципе, приходила каждый раз с изменением двигателя? Дело все в том, что все это уходило на высотность, ну и на температуру. То есть S76 не боится температуры и высоты, работы на высотах. То есть там он в зоне влияния Земли на 4200 может свободно висеть. Ну, довольно неплохо для такой машины огромной. Честно говоря, не думал, что удастся снять обзор на этот вертолет, потому что вообще-то их, вот говорю, перестали выпускать в 2022 году. Еще знаменита эта машина тем, что конкретно вот эта модель летала, обслуживая Елизавету II. Конкретно Сикорский 76C1 – это вертолет, который 10 лет отпахал, таская Елизавету II. Да, он прижился в VIP-конфигурации, несмотря на то, что изначально создавался он под буровые платформы. Но на буровых платформах, я говорю, его вытеснило 139 августа. А он остался в VIP-перевозках, и поэтому из 12-местной машина стала 8-местной и 6-местной. Вот самые популярные конфигурации – это 6 и 8 кресел. Так, далее. Здесь 4 гидросистемы, 3 генератора. Ну, правда, сильно не улыбайтесь. То есть 2 гидросистемы, естественно, обеспечивают безопасность в полете. Я имею в виду, что именно управление. Потому что здесь от органов управления идет жесткая проводка на миксер. Далее на сервоприводы, которые здесь. И вот как раз сервоприводы питаются от 2 гидросистем. Далее к хвостовому винту идет тросовая проводка, 2 троса. Они тоже приходят к сервоприводам. Но сделано все таким образом, что при обрыве одного троса можно управлять оставшимся. То есть триммером выравнивается педаль, и дальше можно управлять даже с одним тросом проводки. Да, будет, конечно, сложнее, но тем не менее безопасность обеспечивается точно. Это вот такая интересная... Никогда, честно говоря, ранее не встречал таких особенностей именно по проводке управления. Так, далее. 2 гидросистемы, все сервоприводы сдвоенные, естественно. Особенности, что вторая гидросистема, помимо всего прочего, управляет еще
выпуском и уборкой шасси. Ну и она же приходит на хвостовой винт отдельно, туда же. Значит, одна гидросистема на выпуск и уборку шасси, но есть еще аварийный вариант. Имеется в виду, что есть пневмосистема, которая в состоянии выпустить шасси, если вдруг у вас вторая гидросистема отказала по каким-либо причинам. То есть аварийный выпуск шасси предусмотрен с пневмосистемой. Значит, еще две гидросистемы, которые здесь есть. Это тормоз винта, одна гидросистема. Ну и вторая – это тормоза основных стоек шасси. Они тоже гидравлические, вот поэтому 4 гидросистемы. Откуда взялось 3 генератора? Значит, генераторы постоянного тока установлены на двигателях. Здесь вот они, кстати, это, поскольку это C+, а не C++, то здесь нет ПЗУ. И вот до версии C++ ПЗУ не устанавливались на эти вертолеты. Это довольно странно, но это правда. А вот уже с серии C++ стали ставить ПЗУ. Так вот здесь, еще раз, вернемся к генераторам. 2 генератора на каждом двигателе по генератору постоянного тока. Естественно, 28 вольт, аккумуляторы на 24 вольта. Ну, а третий генератор стоит под редуктором, питается от редуктора, и это генератор переменного тока. От него питается обогрев стекол кабины, потому что вот это стекло, все остальное акрил, а вот это, конкретно это стекло. И здесь вот как раз эта полоска видна. Вот отсюда вы ее можете видеть. Полоска, которая обогревается, вот она. Да, она как раз обогревается, используя энергию, вырабатываемую генератором переменного тока. Так вот, и еще от него же питается активная система виброгашения, о которой я говорил, та самая плита, которая горизонтальную вибрацию убирает. Ну и метеорадар тоже берет питание от переменного тока. Топливные системы 2, абсолютно независимые. Значит, здесь, поскольку 2 двигателя, установлено 2 бака, и вот 2 топливные системы друг от друга не зависят никак. Здесь вот горловина, для каждого бака своя, и в общей сложности сюда входит 1087 литров. Это с невырабатываемым остатком будет чуть больше, но вот конкретно доступно 1087. Что касается непосредственно управления топливной системой. Нет полной ответственности на запуске. Запуск осуществляется вручную пилотом. Ну и управление топливными кранами тоже осуществляется вручную. Покажу отдельно на квадранте, это интересно. По ширине я не сказал. Ну, во-первых, шасси колесное поворачивается на 360 градусов, оно свободно ориентируется. Стойки шасси, ширина у них 2,44, 2 метра 44 сантиметра. Естественно, они с гидравлическими тормозами, я уже об этом сказал. Далее по габаритам ширина кабины у него 2 метра 13 сантиметров. Это ширина самого вертолета. Ну, кабины будут чуть меньше, потому что все-таки есть вот эти вот панели. Во-первых, очень плотно набит вертолет звукопоглощающими панелями. Ну и сами вот эти вот двери и все остальное — это углепластик. Углепластик с кевларом. То есть основная часть, основная рама — это алюминий, полумонокок, а все это прикрыто как раз стеклопластиком и углепластиком, причем с кевларом. Очень много кевлара именно в этом вертолете, во всех вот этих обтекателях использовано. Значит, давайте посмотрим салон. Первое, чем, безусловно, гордился Сикорский, тем, что вот эти двери могут открываться, они метровой ширины, и могут открываться на 135 градусов. При этом, как говорю, они метровой ширины. Довольно удобно. То есть имеется в виду, что распахивается и загрузка, и выгрузка довольно легко происходит. То есть не нужно протискиваться, самое главное, между ними. Как я сказал ранее, изначально планировалось, что это будет офшорный вертолет. Но здесь был салон на 12 кресел. Это, конечно, неудобно. По 4 кресла в ряд и 3 ряда. Первый, второй и третий. Так вот, здесь задний и средний ряд загрузка производилась через эти двери, а первый ряд, он стоял непосредственно, вот этой перегородки не было, первый ряд стоял непосредственно за креслами пилотов, и загрузка на этот первый ряд происходила через двери экипажа. Это не очень хорошо, особенно для офшорных операций, в том плане, что
как бы будут выбираться пассажиры с первого ряда через пилотские кресла, ну, крайне неудобно. Хотя, конечно, места здесь много. Вот можно посмотреть отсюда, что, да, открыв вот эту дверь, вполне можно туда попасть. Но, тем не менее, вот такой проход, еще раз говорю, этой перегородки не было. Не самое удобное решение для офшорных вертолетов, как мне кажется. Двери большие, тяжелые, конечно, супер. Так, ну, а эта компоновка, она здесь 6-кресельная, да, это, наверное, одна из самых удачных, я имею в виду. И была еще 8-кресельная, тоже для VIP-конфигурации на 8 кресел. Но здесь, конечно, вот эти 3 дивана, они, пожалуй, самые-самые широкие. Первое кресло, второе и третье, и здесь тоже 3 места. То есть 6, но эти, конечно, самые комфортные, здесь уже попроще, но тем не менее, вот. Что касается системы вентиляции, здесь использована система вентиляции, точнее система кондиционирования, но это по сути климат-контроль, причем он однообъемный. Несмотря на то, что здесь перегородка, система здесь одна. Она забирает воздух, подмешивает его с воздухом от компрессоров, плюс добавляет еще воздух с кондиционера. То есть кондиционер здесь установлен по умолчанию, ну и, соответственно, он, в общем-то, и работает. Насколько здесь удобно? Ну, да, господи. Да, ну вот, в целом, конечно, тут, безусловно, сидя на этих креслах, друг друга никто задевать не будет ничем. Для вот 3 пассажира на 2 метра 10 сантиметров, ну, более чем комфортно. Тут, как говорится, не поспоришь. Все остальное, конечно, будет поуже, потому что здесь вот еще стоит подлокотник, которым переделан в мини-бар. Ну, окей. Высота, ну, вполне. Да, и здесь еще, поскольку шумоизоляция сделана таким образом, чтобы пассажиры могли не пользоваться наушниками в полете. Ну и, как вы видите, наушников-то здесь нет. Есть вот телефон для связи с экипажем, связь, а внутри кабины здесь наушники не нужны. И поэтому здесь их нет. То есть можно разговаривать друг с другом спокойно, не надрываясь. То есть шумоизоляция — это то, о чем здесь как бы вообще озаботились как раз в первую очередь. Да, использовался он еще для медицинских эвакуаций. Здесь входило 2 носилок и 3 медика. Ну, при желании, естественно. Вот. Но в целом скажу, что прям особо не пошло. Скорее всего, потому что стоимость эксплуатации, вот летный час, он как бы не самый приятный. Почему? Потому что это все-таки Ариэли. А Ариэли, как ты ни крути, они каждый по 200 килограмм в час отжирает. В результате мы получаем вот тонну 87 по 200 килограмм в час на скорости 137. Борт может пролететь примерно 750 километров до сухих баков. Это говорит о том, что вот да, расход топлива по 200 литров в час на каждый двигатель, и вместе в совокупности они будут съедать 400 литров в час. Что, естественно, конечно, ну, немало. Но и грузоподъемность вертолета, конечно, соответственно, не маленькая, все понятно. Здесь меньше, наверное, он бы есть не смог, по-любому. То есть даже те же ПТшки, они еще больше, кстати, съедали. Но это они уже просто старые, бог с ними. Я имею в виду Pratt & Whitney двигатели, которые на бэшке стояли. Про несущий винт я рассказал. Давайте пойдем к хвостовому. Это тоже интересно, потому что там он вообще бесшарнирный. И он использует торсионы, причем торсионы здесь карбоновые, с кевларом, опять же. Вот он, этот хвостовой винт, да, из 2 пар лопастей, которые между собой соединены торсионом. И вот этот торсион карбоновый, причем использован однонаправленный карбон, он, в принципе, легко скручивается, а вот на излом он работает плохо, в смысле он сопротивляется как может. В принципе, можно сравнить, наверное, с веником, который можно вот скручивать, да, по оси вдоль, а сломать его практически невозможно. Значит, где-то примерно лет 6 назад известен случай, когда Сикорский 76 благополучно вернулся после попадания молнии в хвостовой винт. В результате этого удара молнии здесь у него довольно много чего расплавилось. Потерял он 1 пару лопастей при этом, то есть осталась только 1. И, несмотря на это, благополучно сел на площадку. То есть туда, куда и планировал. Не просто вынужденно где-то в поле, а именно на площадку сел. Что тут из валов? Ну, естественно, один вал идет поверх. Далее стоит промежуточный редуктор. На 57 градусов он меняет угол и отправляет в свой момент наверх туда, к основному хвостовому редуктору.
Вот. А я уже сказал, 3300 оборотов вращается вот этот вот хвостовой винт на таких скоростях. Довольно, ну, как бы прилично. Прилично. Причем еще, ну, эффективность, в принципе, наверное, должна быть неплохой, потому что четырехлопастной, в принципе, с эффективностью хвостового винта все в порядке в этом случае. Значит, хвост у него тоже алюминиевый, за исключением, пожалуй, вот этого стабилизатора, он как раз карбоновый. Ну и тоже использован здесь кевлар. 3,05 у него ширина. Вот эти спойлеры, как видите, с одной стороны и с другой стороны. Причем абсолютно симметричные они на самом деле. Ну, на малых скоростях, да, эффективность подрастает у них. Соответственно, не зря они здесь установлены, но окей. Вот. А так, по углу установки, да, абсолютно прямой, на самом деле. Я вот смотрю, что угла установки какого-то отдельного нет. Так, да, значит, балка вся алюминиевая тоже. Ну, и есть еще здесь багажное отделение. Значит, вот двигатели. Далее здесь как раз шасси. Вот здесь вот под кабиной находятся баки по 500 литров. А вот здесь находится багажное отделение. Не самое большое в мире, но оно сквозное. То есть можно с одной стороны попасть, и с другой стороны тоже можно попасть в него. На 12 человек, ну, может быть, что-то не очень большое. Но плюс в том, что реально здесь вот оно сквозное. И оно ровно такого размера. То есть с одной стороны можно попасть в него, с другой можно попасть. Вот так вот это выглядит. Багажник не самого большого размера, конечно, да, не самого. Особенно еще здесь вот эта электропанель чуть-чуть мешает. Ну, хотя бы пол плоский. Какое-то количество чемоданов сюда, естественно, поместится. Ну, аптечка тоже как положено. Значит, еще этот борт оснащается штатно баллонетами, которые позволяют приводняться на воду. Баллонеты устанавливаются вот здесь вот сзади под нишами и впереди под носовой стойкой вот здесь вот тоже устанавливаются эти самые баллонеты, которые обеспечивают плавучесть в случае приводнения. Но надо сказать, что в принципе на одном двигателе он летает. Превышение по торку он допускает, но единственное, что вот конкретно у C+, превышение по торку это такая условная штука, то есть превысить торг можно, но врубается тот самый 30-секундный интервал. После вот у вас есть 30 секунд для того, чтобы вывести нормальный режим, продолжить горизонтальный полет. Соответственно, но сразу после этого требуется замена двигателя. Того двигателя, который вышел из строя, во-первых, и того двигателя, который был в оверторке, во-вторых. А начиная с серии C++, там уже стоял двигатель Ariel 2S2, а не 2S1, как здесь. Так вот, уже там двигатель на 30-секундный интервал рассчитывался по-другому. Там, если вы допустили оверторк, то можно летать без инспекции двигателя, пока вы эти 30 секунд не съедите. Первый раз оверторк, например, на 5 секунд, второй раз оверторк там на 10 секунд, третий оверторк на 15 секунд. И вот только тогда, пожалуйста, отправляйтесь на инспекцию. Пока вы этот 30-секундный интервал не израсходуете, можете летать. Но здесь, к сожалению, при любом оверторке вы отправляете двигатель на инспекцию сразу же. Естественно, как во всех приборных вертолетах, места в кабине здесь мало. Плюс еще, я уже сказал, вот эта вот штука, почему так близко сиденье здесь, потому что в базовой комплектации здесь еще один ряд кресел, и отсюда проблема вот здесь просто как-то должны были люди попадать туда на первый ряд. Вот, в остальном, ну давайте посмотрим. Да, еще раз говорю, приборный вертолет, поэтому перекрыт обзор, ну, начисто. Тут ничего с этим не сделать. Смотрите, из интересного. Перед вами квадрант тяги. Значит, руды управления двигателем. Буду показывать только с одной стороны, что со второй то же самое все. Значит, вот непосредственно руд. Им управляется двигателем в стоп, idle и fly. Вот положение fly. А вот эти желтые регуляторы, это управление как раз топливом. Вот подача топлива выключена. Директ это прямая, то есть из того бака, над которым расположен двигатель, отсюда и питается непосредственно тот самый двигатель. Далее праймер это подкачка, ну и X-Fit это когда это на запуске используется, вы должны перевести в X-Fit для того, чтобы с обоих баков поступало топливо на двигатель при запуске. Ну или при отказе одной системы топливной можно использовать вот эту штуку X-Fit для питания обоих двигателей из одного бака, не проблема. Понятно, это аварийная остановка двигателя. Вряд ли будем это когда пользоваться.
Электропанели, да, здесь довольно большой щиток с circuit-брейкерами. Все они утоплены, прекрасно. На новых вертолетах здесь еще есть управление фильтром, но здесь вот фильтра, я сказал, ПЗУ нет. К сожалению, ну так, раз нет, значит и здесь ничего нет. Это тормоз парковочный, паркинг-брейк. Ну, а что касается управления шасси, то вот. Здесь только два положения, up and down. Нет такого, как в самолетах, когда у вас есть промежуточное значение еще, и постоянно кран шасси находится где-то посередине, в промежуточном значении. Здесь такого нет, здесь только вниз и вверх. Непосредственно вот это как раз это аварийный выпуск шасси, там, где используется пневмосистема. В случае отказа второй гидросистемы используйте вот эту. Ну и, собственно говоря, индикация, да, то есть 3 зеленые, значит, у вас все в порядке с этим. Значит, здесь авионика используется Honeywell и Collins. От Collins мало что осталось, в основном Honeywell. Вы это уже видели на Bell 430. Здесь Primary, Multifunction. Далее подобие IDS. Метеорадар обычно здесь. Ну, а там ставился раньше Garmin. И могли разные приборы, кстати, быть. Но в последних точно Garmin. А уж в дэшке так там вообще как бы глаз кокпит целиком. Ну, здесь тоже практически да. Значит, радиопанель, автопилот. Автопилот здесь 4-осевой. И это, в принципе, наверное... Да, и система стабилизации. 2 автопилота, 2 системы стабилизации. Ну и, собственно говоря, управляется он вот с этой панели. Ну и плюс еще на ручке циклического шага есть, естественно, триммер, которым вы и управляете. Стандартно, так же как на Агустах, там на Беллах, на 430, например. Кстати, вот на 430 он очень похож, хотя вот, ну, если посмотреть, панель у него точно сильно больше, особенно вот этот козырек. И, ну, и из интересного прямо на козырьке, то есть вот он глубокий, да, вот такой видно. А контрольные лампы выведены вот сюда. В принципе, здесь только по пожару двигателя они срабатывают, ну и по гидросистемам, по-моему, еще как вариант. Значит, управление автопилотом вот здесь, да, может он, висеть он не умеет, к сожалению, да, но он может заходить по илсам без проблем, идти по маршруту без проблем. Ну, собственно говоря, вот 4-осевой автопилот, можете ничего не трогать, в принципе, нормально. По педалям. Педали здесь, как видите, странный педальный узел выглядит, но тем не менее. Вот эта стойка посередине, да, она, в общем, то есть здесь ноги разнесены довольно прилично. Ну и педали двойные, то есть нижние как раз. О, кстати, классно, смотрите, сделано. Вот это вот скользящие накладки под пятки. Помните, да, я ругался не так давно. Сделано бестолково, когда ты педаль даешь, у тебя цепляется пятка за пол, вот, и не всегда ты можешь нормально на всю длину педали отработать, потому что когда ты одну педаль дал, вторая это должна назад уйти, а у тебя пятка в этот момент цепляется за покрытие пола. Так вот здесь сделаны вот эти вот скользящие накладки, это классно, то есть в любой обуви здесь точно будет удобно, это плюс. Ну и как бы да, управляете вы нижними, а верхние вот эти вот это, конечно, тормоза, тормозная система на основных стойках, ну как бы понятно, что ими пользуешься только на земле. Ручка циклического шага довольно простая, кстати, здесь особо ничего нет. Ну, триммер-релиз только разве что кнопка, вот она самая такая, когда вы автопилот сбрасываете и управляете руками. Ручка коллектив, как я уже сказал, коллектив, здесь угол установки на 17 градусов аж меняет, это очень много. Ну, прикольно, чего не скажешь. Значит, здесь, да, в случае отказа одного двигателя, вот ваши 30 секунд оверторка. Здесь, значит, сведение, опять же, сведение оборотов. Кнопка Go Around, вот она здесь, ну, собственно говоря, под мизинцем она находится. Довольно интересно, ну, почему нет. Ну и, собственно, наверное, это и все. Вот из основного. Довольно длинная ручка, кстати, общего шага, она еще дальше туда уходит. То есть вот это здесь, там еще, наверное... Ну, наверное, еще вот столько туда вглубь. То есть она, ну, правда, довольно длинная, реально. Вентиляция. Окей, да, тормоз винта. Тормоз винта, я уже сказал, он гидравлический. Вот этот вот большой рычаг, он неспроста, там находится поршень. Тоже во всю длину. Ну, потому что останавливать эту, конечно, штуку надо много усилий. Так вот, а вы же, по сути, вручную это делаете. Так вот, да, чтобы вот этот вот поршень продавить, нужен вот такой огромный рычаг на тормозе винта. Ну, собственно, так он и работает.
Это такая вот особенность. Виброплита активной системы вибропогашения, она стоит вот прямо там сверху, я уже сказал. Ну, неудивительно. Значит, и здесь же вот по этой колонке идет как раз жесткая проводка до миксера туда. Он там вверху находится перед пилоном редуктора. И вот там уже сам миксер, который разделяет управление на сервомашинки, отправляет. Дверь огромная. Вот что прям поражает, огромная дверь. Ну, чудовищных размеров. Вообще, как бы впервые вижу такого размера двери, но окей. Да, по стеклам я уже сказал, что это вот акрил, а вот это вот реальное стекло, которое должно выдерживать тушу птичью 900 грамм при ударе лобовом. Собственно говоря, это она и делает. Так, еще вернемся к приборным полетам. И, значит, здесь, как видите, приемники ППД, трубки здесь, их две, потому что, естественно, вертолет приборный. И тут есть одна особенность. Значит, изначально с первой модели вот до C++, они были все приборные и были сертифицированы на Single Pilot AFR. А вот серия D, выпущенная в 2013 году, которая, в принципе, морально уже устарела даже к моменту выхода, потому что 4 года ее внедряли, вот в 2013 году она попала на сертификацию, в 2022 закончилась. Так вот, серию D, несмотря на то, что там глаз, кокпит, ну, современная авионика стоит и все прочее, вот ее на Single Pilot, на AFR сертифицировать не успели, не смогли. Такая вот странная особенность. Ну, в принципе, наверное, уже и не надо было. Да, и еще Сикорский С-76 – это первый гражданский вертолет компании Сикорский, потому что до этого все вертолеты, которые были разработаны компанией Сикорский, они были либо военного, либо двойного назначения. А вот Сикорский С-76 изначально был создан как гражданский. Только как гражданский. Правда, и то сумели состряпать из него версию AUH-76 в количестве 4 штук для ВВС Филиппин. Там есть подвески, пулеметное вооружение и, по-моему, еще Нурсы там ставили. В общем, даже из него смогли сделать военную версию. Правда, еще раз повторю, в количестве всего 4 вертолетов. Ну вот Филиппины захотели, не знаю почему, кстати, зачем нужно было городить. Это странно, довольно-таки из гражданского вертолета делать военный, непонятно. Помимо этого, еще 76-й известен тем, что он был летающей лабораторией для вертолета Команч. Команч это RH-66, который в серию, к сожалению, тоже не пошел, военный вертолет. Так вот, один из них летал летающей лабораторией с кабиной от Команча, испытывали они управление fly-by-wire, во-первых. Во-вторых, там было нетрадиционное управление, а именно сайд-стик там стоял вместо циклического шага. Ну и fly-by-wire. Поэтому вот летали, испытывали, и все получилось, чему им были несказанно рады. Ну и вторая машина, она Fanfin называлась, тоже С-76. Это уже, по-моему, Бэшка была, потому что там первую сделали из Ашки, а вот эту из Бэшки. И вот эта Бэшка Финфан, она испытывала тейл-ротор от Команча. И могла она валить в любую сторону, то есть реально вертолет мог летать боком на скорости 100 км в час без всяких проблем. Настолько мощный у Команча винт. Ну и, собственно, сам Команч реально 120 летит боком без проблем. Вот. А 76-й мог лететь боком на скорости 100 км в час с таким винтом. Ну, гражданским это не надо, конечно, да, нужно только военным. И то, как видите, в серию Команч-то не пошел, тем не менее. Наверное, получится, слетаем, посмотрим, как это все выглядит в воздухе. По посадке машины в целом удобная, хотя вот угол наклона спинки задней, он, естественно, не регулируется, и это немножко не в том она положении. Приходится сидеть чуть-чуть наклонившись вперед. Еще, наверное, из-за того, что перекрывает вперед обзор панель. Поэтому вот спинка, она что есть, что ее нет, особо как бы разницы не чувствуешь. То есть она тебе, в общем, не нужна, сидишь как на табуретке. Хотя в целом по посадке, по положению ног, как лежит рука на ручке циклического шага, все более-менее окей. Значит, никаких особенностей по взлету нет. В целом взлетаешь тоже с тормозов. Но что хочу отметить, на педалях этот вертолет ведет себя довольно интересно. То есть он настолько инертный, что в целом
на педалях ловить его не приходится. По ощущениям, что вы, вот, ощущения такие, как будто вы крутите два блина от штанги, один лежит на другом, ногу дали, вертолет повернулся, ногу убрали, он встал. То есть инертен, абсолютно инертен, ловить его не приходится, заранее давать ногу не приходится, чтобы где-то в какой-то точке его на развороте поймать. По педалям он управляется ну просто безумно точно, прям точность великолепнейшая, именно на педалях. А все остальное, ну, разгон идет нормально, ныряет он носом в горизонт, несмотря вот на эту установку наклон втулки винта, все равно, конечно, носом он на взлете подзарывается. Но это нормально для вертолетов, в принципе, они все так летают, ничего в этом нет необычного. Далее в горизонте он выравнивается, и начинается интересное. Вот по уровню вибраций, то есть то, как работает активная система виброгашения, в принципе, слышно. Где-то она начинает ловить вот эти вибрации и под них подстраиваться. И в конечном итоге, где-то минут через 5 полета, все приходит в норму, да, то есть он становится таким кораблем, который рассекает волны, где-то его покачивает, но довольно плавно, а вот таких вот жестких каких-то режимов вибраций после взлета в принципе не наблюдаешь. Лететь на нем довольно скучно, в том плане, что это не та машина, на которой можно, скажем, хулиганить, да, какие-то крены там давать большие и так далее. Она инертная во всем. То есть и в прямолинейном полете она тоже инертная, чтобы сбросить скорость, чтобы набрать скорость, чтобы в вираж войти, требуется ей время, потому что, ну, 5300 весом, мощность соответствующая, это все-таки там, это даже не Еврокоптер, там не 350, не 100, даже не 130. Вот на ручку циклического шага мало что передается. Она, кстати, довольно вязкая. Ну, здесь, конечно, понятно, что вот гидросистема не дает полной свободы по ручке, что, в общем, странно, да, по идее. Вот так или иначе, более-менее все вертолеты позволяют достаточно свободный ход циклического шага. Здесь это немножко не так. Здесь чувствуется некая вата. Некая вата, видимо, это все-таки настройки как раз гидросистем и самих сервоприводов, которые передают вот эти вот реакции на управление. Также здесь отрабатывает, явно, четко отрабатывает система стабилизации. Видимо, она как раз демпфирует все вот эти отклонения, какие вообще могут возникать в полете. И отсюда вот это ощущение такого плавного движения. Ну, как баржа, на самом деле. Вот идет он вперед, он идет абсолютно прямо, без всяких сомнений, без возмущений, даже если попадается где-то. А тут вот мы шли как раз в борт, дуло с моря довольно прилично, а мы с вами, напомню, летим-то все-таки, это Стамбул, то есть с Черного моря нам в борт задувало довольно прилично. И в целом, конечно, на таком боковом ветру должна быть приличная раскачка, но на порывы он реагирует очень слабо. Да, чувствуются некие возмущения, но они тут же гасятся, демпфируются. Причем делает он это сам. Еще раз повторюсь, здесь система стабилизации это гасит. Пилот на это может, конечно, влиять, но быстрее всего на это среагирует именно система стабилизации, а не сам пилот, точно. Поэтому здесь вот про это можно забыть. Про боковики, сильный ветер, там, не знаю, да, у него, конечно, есть ограничения на посадку с попутным ветром, естественно, как и у всех вертолетов. Но что касается боковиков, в целом складывается ощущение, что ему, в общем-то, все равно. Уж не знаю, какой там должен задувать ветер, чтобы он что-то там реально почувствовал. Хотя, нет, но вот, по крайней мере, поперечная раскачка при таком сильном боковом ветре, она, конечно, присутствует. Но еще раз говорю, система, вот сама САС, она это гасит, и это слышно, как она это делает. У тебя циклик в руке, вот он ватный, но нет, да и что-то там происходит, какие-то все-таки движения там есть на нем. Педали, в принципе, в полете они вообще, по сути, замирают, можно ими не пользоваться, поскольку здесь все это увязано на 4-осевой автопилот,
то педалями после установки шага и набора скорости в крейсере, педалями ты можешь не пользоваться, можешь вообще их в принципе бросить, они никуда не денутся, поскольку их как раз гидравлика прекрасно держит в том положении. Ты можешь еще их как раз и регулировать там по триммерам выставлять, а дальше, ближе, одна, вторая, то есть как раз вот шарик загнать в центр можно триммером и больше как бы к этим педалям не прикасаться. Хотя, еще раз повторю, именно на педалях этот вертолет меня очень сильно удивил. Именно своей инертностью. То есть обычно ты даешь педаль, тут же сразу готовишь противоположную и ловишь в какой-то момент, чтобы встать как вкопанный там, при повороте на 45 или там, на 90 или на 180 градусов. Здесь этого вообще делать не надо. Получается, что ты педаль дал, и где захотел, там ты и остановился. То есть буквально в тот же самый момент вертолет встает и больше никуда не стремится. Вот эта инертность, она, конечно, сразу сходу поражает. Удивительно. В целом, говорит, как раз, винт действительно очень эффективный. Вот четырехлопастной и, видимо, не знаю, по ощущениям странно. Очень странно именно, потому что непривычно. По авионика, естественно, уже морально устарелая. Понятно, даже на дэшке она была устаревшей, но, тем не менее, все задачи, естественно, выполнять она позволяет однозначно. То есть, летать и по приборам, и визуально на этом вертолете можно. Ну и свои задачи именно в плане VIP-перевозок он, конечно, выполняет. Абсолютно точно. Здесь еще в Турции особенность, это вот горный рельеф. Ну, здесь в северной части, по крайней мере, в районе Стамбула нет. А вот что касается туда, на юг и юго-восток, там, конечно, прилично горных массивов. Там, в принципе, вполне себе. Вот на этом вертолете можно летать, не особо заморачиваясь как раз по высоте, потому что его движки эту тему вытягивают без проблем. Тем более, что мы говорим о модификации, которая заточена под VIP-перевозки. То есть у вас никогда здесь не будет 12 пассажиров, обычно будет 2, 3, 4. Я не думаю, что и 6 сюда можно набить. Ну, в смысле, они, конечно, технически все рассаживаются, но мало кому придет в голову это делать, потому что, вы реально теряете в комфорте в этом случае. Да, можно так летать, но комфортнее всего, конечно, вчетвером. Тогда у вас вообще там море места, никто никому не мешает и так далее. Довольно странная штука вот по поводу телефона связи с экипажем. Такое я видел только в кино, но тем не менее здесь она работает. Да, когда пассажиры тебе оттуда из салона снимают трубку, с тобой разговаривают. Выглядит довольно интересно. В смысле, непонятные и неизвестные тебе до этого ощущения. Здорово. В самом полете вибрации, как я и сказал, они есть, но такие приемлемые. То есть, слышно, как отрабатывает система активного виброгашения. Вот она. Значит, самые вибрации начинаются на Сикорске 76 на переходном режиме. И тут вот мы как раз схлестнулись с инструктором. Он огромный фанат, у него примерно там около 30 типов вертолетов, он бывший военный. И я так понял, сейчас он летает вот конкретно на 76-м. И он, конечно, топит за него, просто прям вот, что называется, на полную катушку. При этом, с чем сравнивать 76-й? Конечно, со 139-й, которая его и вытеснила с рынка наглухо. А я на 139-й я летал. То есть я как раз вот эти все уровни вибраций, мне есть чем сравнивать. Так вот, несмотря на его заявление о том, что у Сикорского уровень вибрации ниже, нет, вот тут я точно не согласен, потому что на заходе здесь они будут сильнее. Считается, что у 139 от хвостового винта идут вибрации, там он установлен под углом, и поэтому вот на заходе, на переходном режиме 139 болтает. Плюс еще втулка наклон тоже очень большой вперед. Вибраций многовато, но на 76-м в целом их вообще-то не меньше. Конечно, все это субъективные ощущения и просто спор между двумя пилотами, но
я считаю, что 139-я, наверное, все-таки комфортнее. Единственное, что здесь отмечу, вот на взлете все-таки есть очень большая разница. Когда ты взлетаешь на 139-й, у тебя ноги в потолок, потому что взлетает она с куда большим тангажом и заваливается на хвост. Ну, это нормально при ее наклоне втулки. Здесь наклон втулки поменьше, и такого дифферента на хвост нет. То есть взлетает он более-менее ровно. Да, конечно, с основных стоек шасси, но нос она 76-й так сильно не задирает, как 139-я Агуста. Вот это прям очень большое ощущение. И я почему на это обращаю внимание, потому что пассажирам на 139-х это крайне некомфортно. То есть они там сидят, и у них ощущение, что их заваливает назад, а ноги в потолок. Так вот, на 76-м такого ощущения нет. Все-таки он делает это более гуманно по взлету. Ну и на посадке примерно те же ощущения, чуть поменьше. А вот на 76-м такого как раз нет. Взлетает он в этом плане более-менее в горизонте. Да, чуть нос приподнят, но прям вот такого тангажа страшенного здесь на 76-м нет. Ну, а вот этот переходной режим, все-таки, да, вот конкретно где-то с 80 узлов начинается вибрация, причем она вертикальная, она не горизонтальная, она вертикальная, она присутствует, она чувствуется, и амплитуда у нее, как и частота, не маленькие, то есть это довольно низкочастотные вибрации, по моим ощущениям. То есть это не от хвостового винта получается, это все-таки от несущего в этом случае. Ну и где-то, скажем так, уже когда совсем загасишься, узлах на 30 они проходят. Дальше он начинает висеть, когда перешел на осевую обдувку, совсем он начинает висеть ровно, уже без вот этих вот вибраций, их уже нет. Значит, по посадке, ну, как и во всех вертолетах приборных, не видно, по сути, ничего перед собой. Площадку приходится осматривать заранее, подходить на нее, а дальше уже на нее вертикально снижаться. Ну и в любом случае, вот все офшорные вертолеты примерно так они и работают. Да? Вот на взлете, на посадке у них примерно одинаковая тема. Когда взлетаешь, отходишь чуть назад, чтобы видеть площадку, потому что если у тебя что-то откажет, тебе надо на нее же сесть. Поэтому вот с отходом назад взлет, ну и точно такая же посадка. Подходишь, а потом вниз вертикально спускаешься, ну чуть там не с 30 метров на нее, потому что в случае отказа надо точно на нее прийти, а ты уже ничего, естественно, под собой не видишь. С этим ничего не сделать, к сожалению. Здесь вот такая история приборная, поэтому все вот так. По характеристикам скорость, он опять же по скоростям проигрывает 139-й, с этим тоже ничего не сделать. Ну и, конечно, морально уже устарела машина, но на тот период, на 70-й, конец 70-х, когда он начал выпускаться, конечно, это была прорывная вещь абсолютно, тем более чисто гражданская, на 12 пассажиров, но это прям более чем. Это замечательно, реально замечательно. Вот. К сожалению, до наших дней вертолет не дожил в плане выпуска, хотя могли бы еще, наверное, модернизировать, если бы раньше чуть-чуть взялись за это, но не случилось. В целом, у меня ощущения от вертолета положительные, потому что вот он смог меня удивить своей управляемостью на педалях. Это просто что-то с чем-то, реально. То есть я в целом ни на одной машине такого похожее было, но чтобы настолько он был инертен и прост в плане управления на педалях, это прям вот странно. Мне кажется, что даже, может быть, я, конечно, фантазирую, но человека, который ни разу не управлял вертолетом, если посадить в Сикорский 76 и дать ему педали, то он вполне точно справится довольно четко с удержанием курса, вот с разворотами там влево-вправо. Он не будет проскакивать точку разворота финальную, да, будет останавливаться носом ровно туда, куда ему и указали. Это вот особенность 76-го, причем такая прям мощная особенность 76-го. До этого с подобным не сталкивался. Так или иначе, вот требовался скилл по управлению на педалях куда больше, чем со всем остальным, потому что педали это, наверное, такая основная проблема на обучении у пилотов вертолетов. Если ты научился контролировать педали и разворачивать вертолет носом ровно туда, куда ты хочешь, а не куда хочет он, это уже, по сути, половина обучения.
Ну что, собственно, на сегодня, наверное, все. Уж как получилось, что получилось, к сожалению, мало времени и все остальное довольно сложно, потому что мы с вами в Турции, как вы поняли. Вот. Но, тем не менее, даже такая возможность, это прям огромный шанс, ну, как бы, вообще большая удача, потому что снять 76-й сейчас мало. Всего их выпущено чуть больше 800 машин, а последние, к сожалению, вот, которые S76D, их выпуск был, ну, совсем печален. Там буквально по 3 вертолета в год собирали. Собственно, поэтому выпуск их и прекратили. Потому что спросом они уже не пользовались. Ну, к сожалению, такая судьба у машины. То есть она реально морально устарела еще до выхода. Я имею в виду именно дэшку. Потому что надо было все-таки им, конечно, делать другую модель уже под это дело. Потому что, ну, сильно проигрывала 139. И это было понятно еще в нулевых. Когда 139 вышла на рынок в конце 90-х, то, в общем, в нулевых стало понятно, что S76 Сикорский проигрывает по рынку конкретно. Ну и, собственно говоря, так и случилось. Вот 139 до сих пор выпускается, причем сейчас вот должно выйти обновление где-то буквально в ближайшие года полтора. А Сикорский S76, ее эпоха закончилась. Но, тем не менее, 40 лет этот борт выпускался. В принципе, свои задачи выполнял. Еще раз повторю, вертолет был по категории А, офшорный абсолютно. Ну, 12 пассажиров это достаточно, довольно много. В принципе, вот под тот спектр задач, под который он был создан, он с ними прекрасно справлялся. Единственное, конечно, обновлялся он очень медленно. То есть, действительно, нужно было обновлять авионику, потому что, ну, вот авионика Collins в наше время, как бы, она сильно устаревшая, да, на самом деле. Если сравнивать с теми же Агустами или там Еврокоптерами, которые на Хелиониксе, естественно, да, авионика старая, ничего с этим не сделаешь. Ну и плюс еще и двигатели. Несмотря на то, что последние на дэшке уже как бы за 1000 лошадей, расходы это на пользу не пошло, условно. Да, более-менее можно считать, что высоковат именно стоимость летного часа у него. Ну, по современным меркам, да, реально высоковато, потому что вот конкретно этот начал выпускаться там в конце 90-х, C-шка. C++, C++, ну и дэшка вот 13-й год. Медленное обновление, немножко недальновидно все это было в плане того, что нужно было обновляться, либо уж прям... То есть эта дэшка должна была возникнуть еще в нулевых, когда она начала проигрывать 139-й, вот в этот момент нужно было уже делать D, а не C, C++ и C++, то есть очень долго с этим разбирались. Ну, вот за счет этого проиграла. Так, с вами не прощаюсь. Спасибо, что досмотрели до конца, и до обратного.